20 апреля мой шорт, который я с добором буду добирать. Биткоин. Это вкладка сообщества. Сюда я публикую сантимент, который нужно обязательно следить, что с ним. Вот нажимайте на паузу. Я ценю ваше время и подобрал весь сантимент, чтобы вы понимали. Досмотрите обязательно видео до конца, чтобы понимать, что у нас будет по рынку. В конце я вам покажу от 1 минуты до 30 дней дивергенции. На одном таймфрейме 5 индикаторов висит. Так, что сейчас? Сейчас мы видим сантимент. Это сантимент за август. Тогда тоже было большинство за лонги. Дальше сантимент за... Тут вот есть дата 20 18.00 я парс делал. Тут вот за рост 0 дивергенции, за снижение 1 дивергенция. Дальше вот уже за медведей больше стало, 11, тут 7. И Bloomberg, первоисточники, все для вас, читайте новости, сводка. Это все публикуется в вкладке сообщества. Это то, что вчера было, сравнивайте, нажимайте на паузу. И то, что было также вчера. Я показываю, как работает большой капитал на основе больших таймфреймов на мультитаймфрейме. Вот сегодня 109 дней свеча обновилась. Это 15 недель, либо 3,5, 3,6 месяца. 109 разделить на 4 получается 27. Я показываю мультитаймфрейм. То есть как вот здесь, да, мы росли, и вот здесь была медвежья дивергенция на таймфрейме 27 дней. Вот тут нужно было уже выходить. Это уже была медвежья дивергенция. Когда нужно было покупать? Покупать нужно было вот здесь. Мы снижались. Вот первая бычья дивергенция, вот вторая бычья дивергенция. Сейчас такого не наблюдается. Чтобы вот это было дивергенция, нам нужно обновить вот этот лой. Лой обновляем, это считается, что это бычья дивергенция. Пока это просто синхронизация с ценой. Мы снижаемся, и цена снижается. Поехали дальше. Я показываю нестандартные таймфреймы. Такие таймфреймы вам никто не покажет. Большинство даже и не знает. Многие мне говорят, что у меня тут каша, ничего не понятно. Если вам ничего не понятно, просто смотрите, я вам даю информацию. Вот сегодня обновление 15 недель, 15-недельный таймфрейм. Просто открывайте свой любимый индикатор и смотрите там. Вот тут вот тоже. Вот медвежья дивергенция первая была, тут нужно было выходить. И вот вторая была. Тут нужно было выходить. То есть тут то же самое. 55 дней. 55 дней мы снижаемся, и пока накопления тут нету. Абсолютно. Давайте посмотрим, как же было накопление. Вот тут мы снижались, а тут вот были бычьи дивергенции. Сейчас их нету. Абсолютно. Дальше. Таймфрейм 5 недель. 5 недель это у нас 35 дней. Light таймфрейм это 9 дней. 9 дней это у нас желтенькая гистограмма, кто первый раз попал на мое видео. А беленькая это у нас 5 недель. Тут у нас на желтой гистограмме уже перегретость. Видим, да, что цена стоит на месте, а желтая гистограмма уже пришла к нулю и скоро будет в положительной зоне. Я хочу вам показать, как это было в накоплении в 2022 году. Мы вот здесь вышли в положительную зону, но цена еще снижалась. Это было как раз дно и накопление. Вот тут большой капитал набирал, пока вы продавали и капитулировали. Понимаете, вот тут плохие новости, тут страшно, да. Нам говорят, что мы пойдем на 4, на 8 тысяч, но тут сколько там было? 15 тысяч, по-моему, да? То есть вот тут нам нужно, чтобы у нас были выше дивергенции по объему. Вот объем у нас видим на столбике, и тут была вот выше дивергенция. Сейчас у нас ничего такого не наблюдается. Чтобы это была выше дивергенция по объему, нам нужно обновить вот этот лой. Обновляем лой, тогда у нас выше дивергенции будут актуальны. Сейчас, наоборот, перегретость на таймфрейме 9 дней, 3 недели. 3 недели это таймфрейм 21 день, лайт таймфрейм 5 недель. 5-дневка, видим, что сильно, уже агрессивно сильно зашла в положительную зону. Представьте, если мы еще тут будем флетить и будет медвежья дивергенция, то тут колоссальное будет снижение. То есть покажу, как это было в 2022 году. То же самое. Вот пришли, первая зона была положительная, выше нуля. Мы начали снижаться. Вторая была зона, мы начали снижаться. Тут уже волатильность, конечно, была слабенькая, но снижение было. Сейчас это только начинается. Видим, да, что вот скрытая медвежья дивергенция по гистограмме 5 дней, 3 недели. Вот белая это 3 недели. Вот мы должны уже ценою обновить вот этот фитиль, вот эту свечу, но мы просто стоим. И пятидневка показывает скрытую медвежью дивергенцию. Это 3 недели, неделя. Что мы на неделе видим? Так, сейчас я чуть подтяну. На недельке у нас light time frame, вот это желтенькая, сейчас я отключу, чтобы вы видели. Вот это желтенькая, это у нас двухдневная гистограмма, то есть 2 дня, двухдневной таймфрейм показывает, что это медвежья дивергенция, то есть вот это уже критично. Многие думают, что это обычный сигнал пересечения MACD с сигнальной линией. Это наоборот, это медвежий сигнал, потому что двухдневка нам показывает медвежья дивергенция. То же самое вот здесь было, да? Вот видим, был бычий сигнал, пересечение бычье, все вот тут на хаях начали больше лонговать и думать, мы сейчас будем пробивать, на пробой пойдем. Но нет, мы пошли на снижение. И вот то же самое вот была медвежья дивергенция. Вот это не нужно никак игнорировать. Почему я показываю вам, что я в шортах? Потому что я вижу, что будем снижаться. Дальше. Тут понятно все. Таймфрейм день, дневной таймфрейм. Вот если мы придем, уже мы показываем медвежью дивергенцию, если мы придем обновлять вот эту вершину, да, то медвежья дивергенция должна сохраниться. Не знаю, сломаем ее или не сломаем, но помоги. Но на гистограмме она должна сохраниться, потому что видим, какой зазор у нас получается. Дальше. 6-дневной уже сейчас, 6-часовый таймфрейм сейчас уже показывает. Это желтенькая light таймфрейм, 6-часовый таймфрейм. Вот мы сейчас обновляем вот эту свечу.
Сюда мы, конечно, еще не дотянулись, но тут уже будет медвежья дивергенция. Если мы, ну, сюда чуть-чуть осталось, да, то есть понимаем. И также вот медвежья дивергенция на линии MACD. Так, и дальше 6-часовый таймфрейм. Вот тут мы уже вот эту область обновили, да, хаи обновили, но медвежья дивергенция, она есть, она присутствует и на MACD, и на 30-й скользящий. Так, тут можно натянуть на 90 минутки, что это скрытая медвежья дивергенция. То есть хотят запутать, чтобы сейчас все уверовали в лонги и начали заходить, а потом их, конечно же, побреют. Так, это у нас 6 дней. Так, ну и давайте по уровнях волатильности посмотрим. Ну, давайте индикатор 12 часов, да? Мы видим 12 часовка, когда мы вот тут на позитиве, который набросал Трамп на пятнице прошлой, вот тут у нас были переходи, фондовый рынок там вообще улетел, но это все манипуляции. Следующее видео будет про фондовый рынок, обязательно к просмотру, чтобы вы понимали, почему я показываю видео биткоин, евро, фондовый рынок и нефть. Потому что, чтобы сложилось все в одно целое, все пазлы сложились, и вы будете понимать, на какой стороне нужно быть рынка. В общем, это у нас 12 часовка, тут мы росли, цена шла в рост, а медвежьи дивергенции были. Сейчас они отрабатывают. И посмотрим на уровень волатильности. Так, уровень волатильности, вот он. Мы вот тут пришли в сопротивление, это 12-часовый уровень. Вот видим, 12-часовый. Он будет обновляться сегодня ночью. Каждые 4 дня 12-часовый уровень обновляется. Куда он покажет, будем наблюдать. Вот поддержка, это облако скользящих средних двухдневной. Вот скользящий 10 и 20. Чуть позже сниму видео, как это работает, вот эти облака. Пока облако зеленое, и мы, ну, зеленые свечи, как бы все хорошо, да. Но мы вот протестили месячный уровень сопротивления. Раз, цена не смогла закрепиться, и мы делаем откат. Сейчас пытаемся, вот вторая свеча заходит, буду наблюдать и буду вам писать. В вкладке сообщества я туда публикую, и также дивергенции. Так, ну тут мы понимаем, что да, мы внутри канала, либо вот здесь будет какая-то кульминация, либо вот здесь. Ну, понимаем, вот тут мы ударились, это было сопротивление и сделали откат. Там процентов на 4, на 5. Сейчас пытаемся сбрить вот этих шортистов. Тут понятно, да? Мы пока внутри канала, и по индикаторам я показал вам, что уже медвежьи дивергенции уже есть. Вот мы идем, тут медвежья дивергенция есть. Цена идет вверх, медвежья дивергенция присутствует. И покажу вам еще таймфрейм 2 часа. Вот двухчасовка уже осталось тут совсем чуть-чуть, буквально 1%, и уже вот тут будет зона перегретая. Пойдем ли мы прошивать вот эту белую зону сопротивления волатильности? Давайте сейчас разбираться. Вот это месячный уровень сопротивления, он очень хорошо реагирует на цену. Сейчас мы видим, что у нас на двухчасовке, двухчасовой показывает скрытые. Так, нет, тут уже босс сделали перехай. Нет, да, можно сказать, что это и есть скрытая медвежья дивергенция. Вот какой зазор вот отсюда, да, мы уже должны где-то здесь быть. Да, это можно трактовать, что это скрытая медвежья дивергенция. На 30 минутке у нас не сломалась медвежья регулярная. То есть понимаем, да, вот это уже перегретость. И объем у нас показывает медвежьи дивергенции. Тут мы разобрались. Теперь я покажу, почему я так уверенно держу шорты. И вот это я рассказывал, что на фондовом рынке 2-3 недели назад есть видео на канале, посмотрите. Вот тут я говорил также, что буду 100% набирать шорты. Сейчас моя шортовая позиция еще с добором будет, если мы пойдем выше. Вот я вам покажу, переключу на таймфрейм 2 дня, чтобы меньше было свечей, и чтобы вы понимали, вот это у нас вторая зона шортовая, это месячные сопротивления. Вторая зона в этом году, в этой медвежке. Первая зона у нас была вот, мы раз ударились, первая была тест, сделали откат, потом пробили, не закрепились, и свеча новая двухдневка начала снижаться. Это была первая зона в 2026 году, в этом году. Я покажу, как это было в 2022 году, как это хорошо отрабатывало на моем индикаторе, который можете абсолютно бесплатно получить. Сейчас в конце расскажу, как. Вот, раз, закрылись, да, потом открытие, вот слипнули вот эту месячную ликвидность и начали хорошенько, так уверенно, бодро снижаться. Мы снижались до лета, летом начали вот тут подъем, вот тут начался боковик, вот тут все уже переобулись, все, фондовый рынок растет, биткоин растет, но тут было тоже месячное сопротивление, вот тут были жесткие дивергенции на дневке, на 2 днях, и мы хорошенько так делали откат. Это вторая зона была летом, 14 августа, который я, вот вам тут где-то скриншот есть, в начале я показывал, посмотрите, там есть, ну, не буду тратить, вот, нажимайте на паузу, вот тут как раз вот эта зона, вот тут я собирал сантимент, что на скриншоте. И третья зона это скам FTX. Посмотрите, как ювелирно раз ударились и начали откатываться. В общем, понимаем, да, я строго по шортам, кто верит в лонги, будьте аккуратны, фиксируйте прибыль, если она еще есть, потому что мы росли очень долго, тут сколько, 2 месяца мы в боковике, там, а падать будем очень быстро. В общем, теперь покажу табличку, табличка, которая показывает от 1 минуты до
30 дней, 29 дней. Тут у нас сейчас скрытые бычьи дивергенции, индикаторы сейчас разгружаются, индикаторы идут вниз, а цена просто стоит, пытается сейчас сделать отскок. Тут понимаем, да, вчера я показывал, что были медвежьи дивергенции по фьючерсу биткоин, биток уже отработал свою, а по SME фьючерс биткоин тут просто картина страшная. Вот тут вот видите, вот это все будет отрабатывать. Но тут вот пока есть скрытые бычьи. Это у нас задержка 2 бара, тут более такие сигналы надежные, а это задержка 1 бар. Тут у нас по битку вот есть скрытые бычьи дивергенции, цена пытается стоять на месте, а индикаторы показывают откат. И то же самое по фьючерсу. По фьючерсу та же самая ситуация. Давай быстренько. Так, вот уже 8-часовка на фьючерсе, бычья дивергенция. Тут, видите, перерисовалось, оно тут 1 бар, а тут 2. То есть оно с этой таблицы переходит на там, где 2 бара. Вот эти индикаторы все можно абсолютно бесплатно получить. Просто напишите в чат-бот, ссылка под видео. Нужно зарегистрироваться по моей ссылке, напишите свой этот идентификатор на бирже. Я проверю, что вы мой, что вы мой индикатор, что вы мой реферал, я вам добавлю. И вы будете анализировать вот эти большие таймфреймы и понимать, что вы на правильной стороне рынка. Все, лайк, подписка. Следующее видео обязательно к просмотру, там будет по фондовому рынку, а потом будет видео по нефти. Нефть очень важная, потому оно и в конце, чтобы вы досмотрели до конца.